Как выглядят самые опасные тюремные татуировки? Какими символами метят насильников и педофилов? Почему не надо брать эскизы из интернета, если не знаешь их значения? Я Нокс, и сегодня покажу вам татуировки, которые не стоит бить обычному человеку. Их значения сильно вас удивят. И начну с классики мира татуировок. Часы без стрелок – это, наверное, самый популярный мотив среди американских заключенных, символизирующий пустоту и бесконечность тюремного времени. Они могут быть изображены в разных вариантах, от настенных до карманных часов, и часто набиваются с ремешком на руке. Такая татуировка отражает восприятие времени как бессмысленного. Потому что дни за решеткой часто кажутся одинаковыми. Хотя, как вы понимаете, многие простые люди набивают себе подобное, даже не зная про истинное значение. А вот 5 точек – это еще одна классическая тюремная татуировка, изображающая человека за решеткой. 4 точки углов символизируют стены тюрьмы, а 5-я точка в центре – самого заключенного. Обычно эту татуировку делают между большим и указательным пальцами руки. Вне тюрьмы 5 точек могут символизировать принадлежность к банде People Nation из Чикаго. 3 точки часто набивают заключенные, которые идентифицируют свою жизнь как безумную и полную приключений. Этот мотив может быть набит вокруг глаза или на руке и часто выполняется с использованием примитивных инструментов. Несмотря на то, что эта татуировка не указывает на конкретную банду, она может также нести религиозный смысл, например, символизировать Святую Троицу в некоторых тюрьмах СНГ. А корона – тоже классика тюремного мира во всех уголках мира. Например, корона с 5 зубцами является символом банды «Латинские короли», одной из крупнейших и влиятельных банд в США. Рядом с короной часто набивают аббревиатуру ALKN, что означает «всемогущая банда латинских королей». 5 зубцов короны указывают на принадлежность к People Nation, которая использует число 5 как символ. В СНГ татуировки имеют вообще сакральное значение. Это полноценный паспорт человека, который нельзя потерять. Отсутствие их на теле заключенного может стать причиной пренебрежительного отношения со стороны других. Существуют особые почетные татуировки, которые носят только заслужившие уважение авторитеты. Каждое изображение или символ на пальцах имеет свое значение. Например, перстень на указательном пальце может символизировать память о родителях, умерших во время заключения. На среднем надпись «Отсижу от звонка до звонка», означающая отсутствие права на досрочное освобождение. На безымянном пальце перевернутый знак «пик» может говорить о приговоре за хулиганство. Заключенные, попадая в зону, часто копируют поведение и татуировки воров, которые доминируют в местах лишения свободы. Татуировки святых и ангелов на груди или спине символизируют приверженность воровским традициям, подчеркивая, что заключенный остался чистым перед своими соратниками. Небольшой крест на груди может говорить о признании воровских законов, но без полноценного статуса вора в законе. Кошачьи головы на груди указывают на склонность к мошенничеству и способность завоевывать доверие жертвы. Аббревиатура «код» может также означать «коренной обитатель тюрьмы». Корабль под парусами с флагами на мачтах символизирует побеги или жизнь вора-гастролера. Мадонна с младенцем – это популярное воровское тату, означающее верность воровскому клану и просьбу о защите от зла. Портреты Ленина на груди у заключенных могут быть как выражением патриотизма, так и хитрым способом избежать расстрела, поскольку существовало поверье, что стрелять в изображение вождей нельзя. Аббревиатура «слон» стала популярной среди заключенных еще с 1930-х годов и может трактоваться как «Соловецкий лагерь очень надоел» или «С ранних лет одни несчастья». Хотя прошла уже сотня лет, но люди до сих пор бьют такие татуировки. Кстати, а знаете, как выглядят татуировки Ку-Клукс-клана и Арийского братства? Ведь этих ребят точно стоит опасаться. Арийское братство известно как одна из самых жестоких тюремных банд в США, начавшая свою деятельность в середине 1960-х годов. Эта группировка занимается типичной для тюремных банд деятельностью, включая торговлю наркотиками, азартные игры и разбои как внутри, так и за пределами тюрем. Они известны своими нацистскими взглядами
и часто сотрудничают с другими группировками, пропагандирующими превосходство белых, например, с Арийской лигой, которая благодаря своему численному превосходству и организованности способна на более сложные преступления, включая манипуляции с банковскими счетами. Члены Арийского братства часто носят татуировки АБ или 12, что соответствует порядку буквы «Б» в алфавите. Другие символы, такие как 666 или клевер с 3 шестерками, также распространены среди членов банды. Стать полноправным членом этой банды возможно только после выполнения 2 условий – убийства человека по указанию банды и получения поддержки большинства ее членов. Сурово, да? Поэтому никто не бьет себе такие тату просто так, в Америке это реально опасно. А что по поводу Ку-Клукс-клана? Несмотря на свою долгую и кровавую историю, этот орден до сих пор существует и является ярким примером американского националистического движения. Сегодня клан не един, а представляет собой сеть различных групп, разбросанных по всей стране. Члены клана могут носить татуировку 33 или 5, что символизирует ККК, сокращенно от Ку-Клукс-клан, и относится к текущей 5-й волне его популярности. Некоторые члены также могут носить татуировки, отражающие символы 2-й волны клана, включая хлысты, традиционные белые одежды и флаг конфедерации. А видели татуировку «Асав» или такие же надписи на домах? Это широко распространенная среди британских заключенных аббревиатура, чаще всего расшифровывается как «All cops are bastards», то есть «все копы – ублюдки». Прямолинейно, да? Некоторые, носящие эту татуировку, утверждают, что она означает «always carry a Bible». Всегда носи с собой Библию, добавляя к ней более мирное или ироническое значение, если полиция задерживает. Как вы понимаете, этот символ также упрощает работу и для самих полицейских. В современной Британии молодежь иногда делает такую татуировку, чтобы показать свою готовность сесть в тюрьму за свою банду или группировку. Аббревиатура EWMN – Evil, Wicked, Mean, Nasty или Злой, опасный, жадный, мерзкий – не связана с конкретной тюремной бандой, но появилась под влиянием фильма «Ночь охотника» 1955 года, где у главного антагониста на кулаках были слова «love» и «hate». Тоже знак борьбы и способность стоять до конца за свои идеалы, легко переступая закон. А что в России? Тут тоже есть свои символы протеста. В российских тюрьмах татуировка креста на груди делается для коронованных воров, обозначая самый высокий ранг среди заключенных и полное отрицание к правоохранительной системе. Система татуировок в российской тюремной культуре очень сложная, и каждый символ имеет свое значение. Звезды на коленях говорят о том, что носитель не преклоняется перед никем. Тигр на груди символизирует враждебность к правоохранительным органам. Паук в паутине обозначает наркотическую зависимость. Колокола символизируют свободу после отбытия полного срока, а розы напоминают о загубленной молодости. Но, как я и говорил, некоторые татуировки делают и для того, чтобы человек не мог скрыть свой реальный статус в тюремной иерархии. Это своеобразное клеймо, которое может многое рассказать о прошлом его владельца. Некоторые такие тату делают даже насильно. Например, изображения в виде розочек, набиваемые на ягодицах, могут символизировать женственность заключенного, указывая на его сексуальную востребованность среди других мужчин. Сердечко – это символ того, что человека поймали за занятием гомосексуализмом в тюрьме. Изображение глаз на нижней части спины или ягодицах, а также медведи, играющие в тарелки, часто ассоциируются с гомосексуальностью заключенного. Дьявол, раздевающий женщину, является символом похоти и часто используется для обозначения заключенных, занимающих самое низкое положение в тюремной иерархии. Изображение крысы часто ассоциируется с предательством или воровством среди сокамерников. Крыса, особенно с надписью «Крохобор» или «Ментовская из пресс-хаты», символизирует лицо, которое ворует у других заключенных или сотрудничает с администрацией тюрьмы в обмен на привилегии или защиту, что делает его объектом особого презрения.
Сюда же можно отнести и татуировки с изображением девочки, цепляющей платье удочкой, и кабана в профиль с указанием статьи Уголовного кодекса на спине. Что они значат? Срок за особо тяжкие преступления, включая насильственные действия против несовершеннолетних. А таких людей никто не любит, даже среди убийц и воров. Заключенные с такими татуировками обычно содержатся в особых условиях, поскольку сокамерники их из-за людей не считают, брезгуя даже в туалет ходить в одну дырку. Кроме того, есть жуткая традиция набивать мелкие татуировки, такие как тузы, маленьких чертей или пчел, на ягодицах тех заключенных, кто подвергается сексуальному насилию, что отражает количество таких актов. Все это делается, чтобы человек, уехав в другую колонию, не смог бы притвориться кем-то другим. Ну и как я могу забыть про воровские звезды? В мире тюремных татуировок воровские звезды изначально символизировали высокий статус в преступном мире, особенно когда они набивались на коленях. Это было знаком абсолютного непризнания любой власти и внутренней свободы. Со временем, однако, значение этих символов претерпело изменения. Восьмиконечная звезда или роза ветров, которая когда-то служила морякам и пиратам как символ путешествий и ориентир, перешла в криминальный мир, приобретя там новые, более мрачные значения. В криминальной среде звезда стала знаком свободы, неподчинения и протеста против государственной системы и тюремного порядка. Но сегодня наличие такой татуировки не всегда однозначно свидетельствует о принадлежности к ворам в законе или высшему криминальному авторитету. В современном мире роза ветров стала доступнее и может носить менее строгое значение. Это может быть просто знаком любви к путешествиям, риску или даже выражением моды без прямой связи с криминальным миром. А знаете, какие татуировки у самых опасных американских группировок? Крипс – это печально известная банда, базирующаяся в прибрежных районах Южной Калифорнии, которая находится в кровавой войне с бандой Бладс. Про это даже снимают фильмы, а люди боятся заходить в чужие районы. Помимо использования символа трех- или шестиконечной короны, Крипс часто используют кодировку в своих татуировках. Один из видов кодировки включает замену отдельных букв в слове на их номера в алфавите. 1 для А, 2 для Б, 3 для В и так далее. Например, числа 211, вытатуированные на члене банды Крипс, означают БК, что в свою очередь означает Blood Killer, указывая на то, что данный человек убил члена враждебной банды Bloods. Схожее есть и у их врагов. Банда Bloods также использует различные формы кодирования в своих отметках. Один из примеров – шифр 1313, который заключается в разбиении алфавита на две половины и замене букв из первой половины буквами из второй и наоборот. А становится Н становится А, Б становится О становится Б и так далее. Помимо использования кодов, члены банды Bloods часто имеют татуировки с буквами МОБ, что означает Member of Blood, и D – член Bloods. Слово «Перу» в честь улицы Вест-Перу в Лос-Анджелесе, где впервые зародилась группировка. Ну и, конечно, татуировки в виде собачьей лапы, как символ верности своему делу. А видели перстни у многих заключенных? Татуировки на пальцах в тюремной субкультуре обычно носят глубокий символический смысл и являются чем-то вроде кодировки, понятной только внутри определенных кругов. На указательном пальце татуировка в виде перстня часто служит напоминанием о том, что человек может рассчитывать только на себя. Только сам себе можешь быть другом. Это подчеркивает важность самодостаточности и независимости в тюремной среде. Татуировка в форме креста на среднем пальце обычно связана с карманниками, символизируя их принадлежность к определенной касте воров. Этот символ помогает узнать друг друга представителям этой профессии и поддерживать связь внутри заключения. Скрещенные кости, изображение пистолетов или ножей, а также буква «К» на пальцах или других частях тела могут указывать на причастность к более мрачным и опасным делам, таким как заказные убийства. Такая символика характерна не только для заключенных, но и для киллеров вне тюремных стен по всему миру.
Часто заключенные набивают и просто клички или даты рождения в виде отдельных символов на каждом пальце. Например, имена или дату рождения детей, либо начало и конце своего срока. Но не все перстни и татуировки на пальцах безобидны. Перстень с 6 точками обычно указывает на шестерку, человека, служащего авторитетом подручным. А черно-белый перстень может символизировать парашника, человека с долгами по азартным играм, который не умеет платить по своим долгам. Ну и куда без паутины, одного из самого популярного во всем мире тюремного символа – татуировка паутины. Особенно, когда она наносится на такие видимые части тела, как локоть, шея или колено, несет в себе глубокий символизм в контексте тюремной субкультуры и за ее пределами. Какой? Она часто ассоциируется с тюремным сроком, бандитской жизнью или наркотической зависимостью, подчеркивая образ жизни, из которого трудно выбраться. Каждое кольцо паутины может символизировать год, проведенный в заключении. Или вашу степень принадлежности к банде. Таким образом, паутина становится не просто украшением, а хроникой личных испытаний и испытаний, пережитых ее владельцем. Некоторые даже таким образом показывают количество убитых ими людей. В некоторых культурах паутина также может указывать на принадлежность к националистическим или расистским группировкам, Особенно если в контексте с убийствами по национальному признаку. В странах СНГ паутина также популярна и часто носит немного другое значение, ассоциируясь с идеей жизни вопреки и вечной борьбой. И очень популярна не только у заключенных, но и среди футбольных фанатов и людей, ведущих достаточно маргинальный образ жизни. А на этом все. И если вы не хотите бить себе тюремные наколки, а предпочитаете нормальную работу и умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании. Будем рады с вами сотрудничать. Спасибо за просмотр.